кстати, старые дома. Таких еще довольно много. Ну вот, это классическая белорусская деревня. Вот такой дом. Такие были у всех. Откуда-то разобрали, перевезли сюда. Дом. Красота. Периодически фура у него прям во двор заезжает. Все считают, что у нас дороги идеальные. Везде асфальт. Ну ничего подобного. Здесь, кстати, и вот говорят, что у нас типа развалин не бывает. Но в большинстве случаев, да, их не бывает. Тут уже цивильно. Во, это я понимаю. Вот в таком бы доме я жил. Если бы у меня такой был. Ну вот тот, наверное, был въезд отдельный. Получается, два въезда. Это, видимо, все один и тот же дом. Тут даже камеры стоят. Ну вот так оно все выглядит. Привет, друзья мои. Давненько не виделись. У нас тут очень холодно, поэтому особо, как медведи с берлоги, стараемся никуда не выходить. Многие из вас просили показать, как в Беларуси живется, частный сектор в частности. Ну вот я с работы на обед вышел, как раз прогуливаюсь по такому частному сектору. Сейчас вам все покажу. Частный сектор у нас, честно говоря, разный. Меня, кстати, смотрят почти большая часть украинцы, половина Украина, 50%, и 50% Россия с Беларусью напополам примерно. Но я вам скажу, что в Украине у вас, я частенько бываю, у вас частный сектор даже получше. Ну вот, кстати, старые дома. Таких еще довольно много. И многие просто перестраивают под себя. Вон заборы такие ставят. Ну, это самый, наверное, бюджетный на сегодняшний день забор. Ну и вот этот не очень бюджетный. Ну вот у всех стройка идет, причем в основном стройка у всех затянутая, потому что у людей особо денег как-то немного. Ну вот, это классическая белорусская деревня. Вот такой дом. Такие были у всех. У кого-то уже прохудился, у кого-то еще стоит более-менее. Ну и в основном дети, которые вступают в наследство, они вот перестраивают дома. Ну вот, это видно, что откуда-то разобрали, перевезли сюда. Вот этот недавно был перепродан, он такой же подушатанный был. Вот этот навес был такой развалившийся. Сейчас он уже получше. Новый хозяин такой рукастый. Больше всего мне нравится, знаете, какой дом? Вот этот. Здесь какой-то дальнобойщик живет. Вот у него красота. Тут периодически фура у него прям во двор заезжает. Ну вот там сельпо. Вон, кстати, деревенский дом, и рядом стоит на этом же участке уже посовременнее. Но это уже дети строят. Ну и вон, смотрите, какая красотень. Вот это вот халупка. Здесь, короче, этот дом из рук в руки постоянно переходит. Там постоянно цыгане живут. Не знаю, официально, неофициально. Сейчас он, по-моему, вообще пустует. Дверь нараспашку. И вот это вот добро продается. Он сделан непонятно как. Видно, что какой-то полусамопал. Его особо никто и брать не хочет. Ну и вот такие вон. Видно, что попристраивали. К одному дому пристроили второй дом. И получилось, скорее всего, на 2 семьи. Ну вот такая вот фиготень. Все считают, что у нас дороги идеальные. Везде асфальт. Ну ничего подобного. Здесь, кстати, ну, асфальта хватает, но в основном просто насыпана щебенка какая-то. Вот такие дороги. Кстати, здесь почищено очень неплохо. У меня в городе во дворе вообще не чищено. Центральные улицы чистят, а во дворах нифига не чистят. Здесь видно, что трактор как-то проходится периодически. Ну, вот такого плана домики. А вот был в Украине, там поинтереснее дома. И вот говорят, что у нас типа развалин не бывает. Ну, в большинстве случаев, да, их не бывает. А вот эта развалюха, это уже стоит неизвестно сколько лет. Это бывший коровник. Коровника уже давно нет. Ну вот сам по себе он разваливается потиху с каждым годом. Так что развала у нас тоже хватает.
Так что не нагоняйте особо на себя. Такие домики есть. Вот это уже посовременнее, уже по-богатенькому. Вон там халупка, и рядом строится уже посовременнее. Что-то сейчас покажу. В обед частенько выхожу прогуливаться, потому что на работе, честно говоря, уже мозги, когда закипают, захочется немножко пар выпустить. И вот так к природе выхожу. Это я работаю за городом. Нас от метро служебный автобус везет 15 минут буквально. Ну и вот мы недалеко от частного сектора. И для меня реально релакс. Я потом еще покажу, у меня вид из окна. Там озеро. Правда, сейчас замерзшее, наверное, ничего не видно будет, но вид красивый. Летом точно покажу. Ну вот такая вот тоже домик полуразвалившийся. И вот рядом уже строят нормальный. Это явно выкупили какой-то дом под снос. И вот обустраиваются. Ну вот сейчас почищено все, видите? С большего. Ну вот такие виды здесь. Виды, конечно, обалденные. Летом особенно. И рыбаки здесь. Сейчас к речке подойдем. Я обычно всегда гуляю до речки и обратно. Тут, ну, не знаю, пару километров буквально пешком. Не напрягает. И вон там на отшибе тоже даже дом построили. Все, дорога закончилась опять. Идем по козьим тропам. В общем, постоянно куда ни приезжаю. О, белорус! Такие хорошие люди, все дела. Да мы обычные люди, как и все. И среди украинцев есть и хорошие, и плохие. И среди белорусов и россиян везде хватает. Поэтому я вот сколько езжу, сравниваю. Честно говоря, контраста никакого не увидел. Мы все одинаковые. Европейцы из бывшего совка. У нас примерно менталитет одинаковый. Все одинаково. О, смотрите, какая а-ля беседка такая крытая. Прикольно. Ну вот явно человек собрался здесь. Не, ну вряд ли жить. Домик маловатый. Наверное, все-таки под дачу больше. И вон там уже кто-то себе прям предприятие целое отстроил. Наверное, здесь аренда участков недорогая. В общем, вот так мы. Видите, это уже кто-то протоптал. Наверное, я сам и протоптал. Потому что здесь сугробы были. Я тут почти каждый день бываю. Ну вот. К реке подошли. Я обычно к другому месту реки подхожу. Оно более живописное. Но там совсем все замело. Там сугробы. Я сейчас туда не хожу. И рыбаки туда уже не ездят. Так на машинах туда ездили. Вот станция. То ли водозаборная. Не знаю, как она там называется. Ну, в общем. Водоизмерительная, наверное. Вот. Ну, вот такая вот природа. Это буквально тут пару километров от Минска. Вон и утки плавают. Лебеди тут, кстати, плавают периодически. Рыба здесь водится. Это река Свислочь. Свислочь, как правило, всегда была очень грязная в советские времена. Здесь прямо нефтяные пятна плавали. Потом мы вроде бы очистили, даже рыбу запустили. Я помню, угощали меня рыбой со Свислочи. Конечно, нефть пахло. Сейчас здесь хорошая рыба, качество хорошее. Ничем не воняет. Нормально все. Ну и вот такие водовороты здесь, смотрите. Это просто вот постоять, залипнуть и насладиться природой. Ну, такая у меня натура. Меня к природе тянет. Мне это в кайф. Ну, в принципе, потому и канал так называется. Живем в кайф. Я ищу позитив. Я его нахожу. Вот так что такие вот дела. Ну, не каждый день, когда погода позволяет, я сюда езжу. Вон коровник, кстати, вон там за мостом сделали новый. Там уже посерьезней. А этот уже разваливается. И никто его особо не пытается убрать. К мосту туда иногда хожу. Там тоже виды красивые. Ну, летом мне больше нравится, конечно, гулять. Зимой так себе.
И уровень воды тут периодически то поднимается, то опускается, в зависимости от осадков. Здесь, по-моему, вода идет, вот если это получается Минск, центр Беларуси, если на севере где-нибудь дожди линут, то через пару дней здесь уровень воды поднимается. Это вся река, она, получается, по всей Беларуси протекает. Так что, ну, виды хорошие, мне нравится. Чисто постоять, позалипать. По-моему, очень даже неплохо. Да, хотел попросить, так как все-таки зима, и, честно говоря, выкладывать особо нечего. Что бы вы хотели увидеть? Ну, подкиньте пару идеек, что вам интересно. И буду снимать, выкладывать. Были мысли походить, погулять по вечернему городу. Красиво, конечно. Но, блин, в эти морозы, конечно, не особо хочется. Но, в принципе, иногда выходим. По выходным, я говорю, ну, холодно. Эта зима очень холодная. В этом году минус 20, минус 25, так в середине января, и вот до сих пор середина февраля. Блин, до сих пор холодно. Такие качели. У нас было в январе, высыпал и снег, и сугробы, и морозы, а потом бац, плюсовая температура и дожди пошли, и почти весь снег смыло. Потом опять навалило. В этом году снега как никогда. Спрашивали по поводу Египта, когда я туда опять полечу. Но я, честно говоря, планировал в декабре на годовщину свадьбы. Ну, это уже в декабре прошлого года, получается. Ну, не получилось, в общем, по своим обстоятельствам. Полечу, но когда, пока еще не планировал, не знаю. И, скорее всего, опять в Египет. Мне как-то зашло, хотя я поначалу, ну, так себе относился к нему. Ну, вот, слетал, понравилось. Турция мне нравится, но Турция, зараза, дорогая. Ну и только летом, а летом всегда там ценник зашкаливает. В Египет можно круглый год летать. Кстати, Турцию очень мало смотрели. Можете в плейлист в моем канале зайти посмотреть. Там очень неплохие виды. Ну, качество записи, конечно, так себе. Это мои буквально там первые, это семейные, можно сказать, съемки. Но виды хорошие и отель хороший. Поэтому, кому интересно, можете зайти посмотреть. Есть на что. В этом году планирую поездить немножко по Беларуси. Скажем, как истинный минчанин, я Минска вообще нифига не знаю. Я даже по Минску особо не гулял. Но летом, когда прогуляешься, кстати, есть на что посмотреть. Может, летом как раз таки и покажу. Да, многие спрашивают, почему жена редко в кадре мелькает. Ну, скажем так, стесняется. Ну, в последнее время немножко уже посвободней стало. Но в основном, где она попадала, она всегда просила ее везде вырезать. То прическа не та, то морщинка видна, то ресничка не туда завернула. Ну, в общем, женщины, правильно? Что с них взять? Но уже более-менее начинает спокойно к этому относиться. Но вообще вот к блогерству у нас все стрёмно относятся. Все боятся, стесняются. Ну, это понятно. Я сам как бы такой, честно говоря, камеру в руки, когда первый раз взял, просто записать как бы проблем нет. Но когда понимаешь, что ты это будешь куда-то выкладывать, сразу забываешь, что хотел сказать. Ну и вообще речь отнимается. Поэтому нелегкое это дело, скажу так. Непросто. Но интересно, очень интересно. И, ну, как бы у меня появилось хобби, монтаж видео. И вот по последним видео, уже, наверное, кто давно подписан, видят, что получше стало. Ну, правда, этот канал молодой. Ему год от роду. Я буквально видео, наверное, начал выкладывать полгода как. А вот второй канал, Виноградный, ну, там уже он постарше. Вот на нем, по сути, я и тренировался. Кстати, кто хочет посмотреть, можете по ссылке перейти. Я оставлю в описании под видео.
Ну, там такое узкое направление именно по выращиванию винограда в северных условиях. Кому интересно. Ну и вот часть видео оттуда перекочевала сюда, потому что тематика там другая совсем. Когда начинаешь смешивать, получается просто каша. И вот на этом канале, кстати, есть видео, например, про гороховую кашу, которая это буквально мои первые съемки. Поэтому там, конечно, закидали тухлыми помидорами, что музыка там громко, голоса не слышно. Ну, это, блин, лет 5 назад я его снял. И это мои были первые ласточки, так сказать. И вот последнее видео немножко уже поубедительнее. Уже сам вижу, что прогресс есть. Ну, до совершенства далеко, конечно, но прогресс налицо. Вот. Во всяком случае, это реально интересно. И вот этот канал я создал после того, как у меня тот канал украли. Я этот создал новый вместо того. Ну, тот вернулся, поэтому я их все-таки разделил. Как вернулся? Помогли его вернуть все-таки. Он, конечно, просил конкретно, но ничего. Тематика там узкая, там особо не для подписчиков, не для заработка, он больше так, для души. Хотя там монетизация включена, капают какие-то копеечки. Ну и хорошо, какие-то бонусы. Сын помог мне подключить Donation. Так что для поддержания канала, кто захочет, можете донаты кидать. Тоже ссылки будут в описании для развития канала. Но пока прибыли особо не приносит никакой. Баловство, спортивный интерес. Ну, кстати, посмотрел вот последнее видео Египта. Вот в основном все подписчики благодаря этим видео пришли. А так, везде так по чуть-чуть, по копеечкам, по мелочи. Вот посмотрите, тоже дом симпатичный такой. Я бы в нем жил, если бы это был мой. Вообще у меня была мечта жить в частном доме. Но у меня вот есть дача. И когда я в отпуске никуда не полетел, не поехал, просто решил, ну, дача есть. Там красота, газончик, туйки, можжевельники. В общем, сделал себе а-ля такой Крым. Ну, неделю я так посидел, я понял, что, в принципе, в любом случае в отпуск надо куда-то выезжать. За пределы Беларуси, особенно не по Беларуси даже. И я так понял, в частном секторе жить я, наверное, не смогу. Мне больше нравится менять обстановку. В городе пожил, захотелось в деревню, поехал в деревню, ну, условно, на дачу. Надоела дача, вернулся в город. Ну вот, хоть какое-то разнообразие. А так, получается, будешь сидеть в этой деревне безвылазно и ничего не увидишь. Ну вот, классика очередная, белорусская. А вот это уже по-барски, я бы сказал. Ну вот сколько был в Украине, там, конечно, у вас хоромы те еще в обычных деревнях. Но я часто бываю, ну как часто, периодически. В Киеве, в Теребовле, это Западная Украина. Ну, вы знаете, говорят, типа, Украина бедствует. Да ничего подобного. Вы жируете, у вас особняки, я бы сказал. Ну, наверное, не у всех, конечно, как и у нас, но все-таки. У вас прям шедевры и заборчики такие. Видно, что как-то со вкусом все. У нас как-то однотипное такое, совдеповское. Как-то фантазии, видать, не хватает. Узкое понятие какое-то. Ну, не знаю, в общем. Вот интересный вариант с балкончиком. Не знаю, отсвечивать немножко, видно, не видно. Тоже вполне себе. Но это вот мы обходили этот дом. Там полдома халупка, полдома нормального. Явно родственнички поделили между собой. Каждый себе отдельный вход сделал. Достроил как бы. Ну, вот такой болтовлог у нас с вами получается. Так что пишите в комментарии, что бы вы хотели увидеть. Потому что, честно говоря, я не особо представляю направление своего канала. Я еще пока в поисках, так сказать. Рецепты люблю готовить, но смотрю, как-то рецепты слабо заходят. Ну, кстати, на них тоже подписываются. Я в аналитике проверял. И на то подписываются. Но это уже не совсем смешанный канал, не совсем каша. Но все-таки. Вот у людей виноград. Видно, что не умеют его выращивать. Не обрезанный. Не снятый, не укрытый. Поумничать можно. Так что пишите,
что будет, что лучше зайдет. Ну, я пробую и то, и то. Некоторые, кстати, заходят получше, некоторые похуже. Ну, я его начинал как экспериментальный канал. Ну, вроде интерес какой-то есть, поэтому пускай будет. Есть не просит, как бы. Вообще направление мне больше нравится как travel канал. Но для travel канала надо бабки. Чтобы каждый месяц куда-то выезжать, это надо, чтобы было пару лишних квартир, которые будешь сдавать и спокойно путешествовать. Но у меня, к сожалению, такого счастья не привалило. Все, что есть, заработал сам. Вот такие еще домики с львами на чердачках. Есть вообще запущенные, заброшенные. Поэтому тут такое ассорти, то еще, как у всех и вся. Вон строят новое что-то. Старый дом снесли, вон новый строят. Пожалуйста. Вон некоторые вообще конкретные коттеджи отгрохали. Вот в такого плана домиках у меня детство мое прошло. Родители на 3 месяца в деревню отправляли вот в таких домиках. Мне нравилось, за счастье. Для меня навоз — это запах родины. Так что, как бы это ни банально выглядело, но это так. Вот тут уже достойно, есть на что посмотреть. Вот это домик. Какой-то тут чувак такой на 2 BMW. У жены BMW, у него BMW. Ну и вот такие есть просевшие. Вот, кстати, этот уже там и крыша валится, а вон за ним, на этом же участке, вот строят новенький. Ну это уже дети. Дети начинают облагораживать. Здесь он вообще непонятно что. Недоразумение. Но это, скорее всего, под дачу. Он вообще не ухоженный, недоделанный. Так что, кто на что гораст. Тоже довольно домик интересный. Скромненький, аккуратненький. Ну, тут площадь небольшая, не малая. Для жизни, в принципе, достаточно. Ну и так вот с большего народ обживается, как может. Белый налив. Тут летом можно на халяву яблочек пожрать, когда так прогуливаешься. Он, кстати, за пределами участка это дерево стоит, поэтому, я так понимаю, оно такое диковатое. Но яблоки ничего, вкусные. Ну, в основном видно, что люди сами строят. И видно, что не строители, не профессионалы делали, а так самопал, на что руки выросли. Какой-то. Ну и вон, видите, туйка, можжевельник. Уже вид другой. Чувствуешь себя как на курорте. Вот поэтому я здесь и гуляю. Ну, вообще, кстати, я люблю такие более приземистые дома. Это такие больше, наверное, средиземноморского, наверное, больше стиля. И вот заборы, кстати. Вот, кажется, обычный забор, а взяли столбики эти, сделали. И совсем по-другому смотрится. Вот идеи для вдохновения. Вот так люди живут у нас. Но это частный сектор. В городе, конечно, немножко получше, особенно в центре. Ну, не берем за основу спальные районы, конечно. В спальных районах там по всему Союзу примерно все одинаково. И, кстати, есть на канале Белое озеро, как мы летом отдыхали. Просмотров вообще почти не было. Поэтому, кому интересно, оторвались там, кстати, по полной. Ну, качество тоже так себе, но блин, время чудно провели. Поэтому, кому интересно, зайдите, посмотрите. Ох, солнце слепит. Отвык за зиму, конечно, от солнца. Но очень радует. День становится длинным. Отвык от солнца. Ну, сейчас морозик такой нехиленький. А с завтрашнего дня уже будет +1, -1. Короче, в общем, весна к нам уже приходит. Вот такие еще халупки даже остались. До сих пор еще не снесли. Ну вот, вполне интересно сделано, кстати. Такие ворота а-ля кованка. Декорация. Ну, это явно банька. Ну и вот. Тут уже цивильно. Во, это я понимаю. Вот в таком бы доме я жил. Если бы у меня такой был. Ну вот тут, наверное, был въезд отдельный. Получается 2 въезда. Это, видимо, все один и тот же дом. Тут даже камеры стоят. Ну вот так оно все выглядит. Так что вполне есть очень даже не слабенькие домики. Довольно богатенькие. Но большинство, конечно, такое все бедненькое.
так сказать, как дачу использует. Вон вообще там такая маленькая сторожка. Вот смотрите, как аисты свили. Слушайте, он, наверное, 3 метра в ширину. На камере, может, не особо это понятно. Но я вижу, что очень большое гнездо. Я таких не видел здоровых. Бывшая школа. Вон на подсобочке, вон даже дерево выросло. С другой стороны. В общем, это был когда-то костел до революции. Потом сделали из него школу. Сейчас это опять костел. Но, по-моему, он не действующий, не знаю. Ну, вот здесь подробная информация о нем. Ну, вот там было сельпо, его уже снесли. И вот коммерческий магазинчик остался один. И там, правда, в конце улицы еще Евроопт маленький поставили. Так что нормально. Людям ездить затариваться. Ну что, прогуляюсь к мосту. В общем, к этой же речке, но немножко с другой стороны. Такая улочка, спуск такой интересный. Как будто какой-то курортный городок. Ну, конечно, он совсем не курортный. Ну и вот такие вот тут решения, кстати. Вот этот очень интересный. Он так выглядит под старинку. Черепичная крыша. Но видно, что как-то он как полусамодельный, что ли. Ну, интересный. И прямо на склоне он находится. Конечно, участок так себе. Так что вот такая у нас экскурсия. Ну, вот такой мостик. Здесь машины редко, правда, ходят. Ну, вот мы к реке добрались. Тоже довольно релаксовая зона, кстати. Постоять в обед. Поесть морожка летом. Зимой, конечно, не особо. Так что вот так. Вон уточки плавают. Красота, красота. А вон на том мостике мы уже были. Вон он виднеется. Так что прогулка закончилась. Идем домой, точнее на работу. Ну вот этот домик с другого боку немножко. Да, вполне себе такой годный. Полили наши дороги. Ну посмотрите, тоже латка на латке. Так что это... У кого до сих пор солью дороги, пишите в комментариях. Вот у нас пока так. Вот мы здесь погуляли по этой деревушке. И вот я уже возвращаюсь на работу. Вон там пятиэтажное здание, это мое. Надо возвращаться в офис. Так что все, прогулка закончена. Ладно, народ. Рад, если посмотрели до конца видео. Если был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Подписываемся на второй канал, кому интересно. Жмем колокольчик, чтобы уведомления приходили. Я думаю, будем развиваться. Все, всем удачи, пока.